Добро пожаловать на мой канал «Готовим просто, вкусно, быстро». На дворе ноябрь, и вроде еще рано думать про Новый год, но позаботиться о праздничном меню стоит уже сейчас. Предлагаю вашему вниманию 6 простых рецептов, без которых не обходится ни один новогодний стол. Это 3 салата и 3 горячих. Надеюсь, они займут достойное место на новогоднем столе. Все ингредиенты будут указаны под видео. Я даю на 3 порции, выберите столько, сколько съедите. Приступим к приготовлению. Этот салат я предлагаю подать в апельсине. Оранжевый цвет создаст новогоднее настроение. Ингредиенты можно менять по своему усмотрению, а может приготовить так, как у меня. Беру апельсин, разрезаю его пополам. Аккуратно вынимаем из него мякоть, чтобы не повредить корочку. Она нам еще пригодится. Подготавливаем таким образом корочек по числу гостей. Мякоть освобождаю от прожилок и нарезаю мелкими дольками. От всех апельсинов ее нарезать не нужно. Если вы делаете много салата, то от 1-2 апельсинов будет достаточно. Я нарезаю только от половины апельсина. Кладу его в салатник. Далее нарезаю мелким кубиком крабовые палочки. Добавляю их к апельсину. Прежде чем порезать яйца, срезаю у них верхушку концом острого ножа по кругу. Эта верхушечка у нас пойдет для украшения. Вот такая ромашечка получилась. Можно срезать еще, она будет чуть больше. Яйца нарезаем, как и палочки, мелким кубиком. Отправляем их в салатник. Нарезаем любой твердый сыр, также мелким кубиком. Кладем его к остальным продуктам. Теперь нарежем куриное мясо. Можно взять или грудку, или бедрышко. У меня бедрышко. Нарезаем его так же, как и остальные ингредиенты, кубиками. Добавляю в салатник, кладу сюда консервированную кукурузу. При желании можно добавить зелень. Солю и заправляю салат непосредственно перед подачей. Я его заправляю сметаной, можно заправить майонезом, а можно смешать сметану с майонезом. Все перемешиваю. Вот такой салат у нас получился. Выкладываю его в апельсиновые корочки и украшаю. Все готово, можно подавать на стол. Следующий салат будет из печени трески. Он у меня слоеный, поэтому я сначала подготовлю все продукты, а потом буду его собирать. Первое, что делаю, шинкую соломкой лук. Кладу его в миску, наливаю холодную воду, столько, чтобы она покрывала полностью лук. Добавляю чайную ложку столового уксуса и чайную ложку сахара. Все перемешиваю, убираю мариноваться. Я заранее отварила рис, у меня 150 граммов готового. Пока его тоже убираем. Натираю на крупной терке яйца, морковь, сыр. Соленый огурец нарезаю мелкой соломкой. Печень трески выкладываю в тарелку и разминаю ее вилкой. Все ингредиенты пока убираем, подготовим соус для смазывания слоев. Беру чеснок, выдавливаю его через пресс, добавляю к нему сметану, солю, перчу, кладу зелень укропа, перемешиваю и добавляю на кончике ножа готовую горчицу. Все хорошо размешиваю. Из маринованного лука сливаю воду, отжимаю его и перемешиваю с печенью трески. Приступим к сборке салата. Беру большое блюдо, первым слоем будет рис. Выкладываю его, смазываю соусом. На рис кладу морковь. Ее тоже смазываю соусом. На морковь выкладываю соленые огурцы. Их я смазывать не буду. На огурцы выкладываю печень трески с луком. Этот слой я тоже не буду промазывать. На печень выкладываю яйца, смазываю их соусом. На яйца выкладываю сыр. Его я тоже смазываю соусом, но можно этого не делать. Тогда останется такая шапка красивая для украшения. Салат готов. Украшаем его, даем ему пропитаться и подаем на стол. Такой салат получается очень вкусным и нежным. Думаю, он придется по вкусу не только вам, но и вашим гостям.
Салат с грибами, куриной грудкой, думаю, придется по душе многим. Его я тоже выкладываю слоями, но если не хочется возиться, то можно просто все перемешать. Займемся подготовкой продуктов. Шинкую соломкой грибы. У меня шампиньоны можно взять любые, какие есть. Затем лук. Лук и грибы будем обжаривать. Наливаю на сковороду подсолнечное масло и выкладываю туда лук и грибы. Солю, все перемешиваю, накрываю крышкой и обжариваю их до готовности. 5 минут вполне достаточно. Если будут гореть, добавьте немного воды, буквально пару столовых ложек. Готовые грибы убираем остывать. Беру куриную грудку и нарезаю ее мелким кубиком. Также нарезаю помидоры. Выкладываю подготовленные продукты в салатник. Первым слоем будет куриная грудка. Выкладываю только часть, смазываю ее сметаной, можно майонезом. Вторым слоем выкладываю остывшие грибы с луком. Тоже только часть. Смазываю сметаной. На этот слой выкладываю толченые грецкие орехи. Можно взять фундук, но вкус уже будет другой. Выкладываю оставшуюся грудку, смазываю сметаной. Затем грибы, смазываю их тоже сметаной. Если салатник большой, то грибы и куриную грудку можно выложить одним слоем. Выкладываем помидоры и смазываем их сметаной. Посыпаю все это натертым сыром, смазываю сметаной, украшаю салат, даю ему пропитаться и подаю к столу. Вот такой красивый и вкусный салат у нас получился. Очень интересное сочетание грецкого ореха, куриной грудки и грибов. Приступим к приготовлению горячего. Первым нашим рецептом будет тушеное мясо. Его часто готовил мой папа. Беру свинину, можно взять говядину. У меня вот такой кусочек, использовать буду не весь. Приготовлю только на 3 порции. Нарезаю мясо порционными кусками. Вот так, толщиной примерно 2-2,5 см. Можно нарезать просто большими кусками. Подготовленное мясо перчу, солю. Я его не отбиваю и другой приправы никакой не добавляю. Мясо переворачиваю, немного солю и перчу с другой стороны, пока его уберу. Подготовлю лук, можно его и не делать, но мне кажется, он хорошо сочетается с мясом. Лук шинкую соломкой, нашинкованный лук перекладываю в посуду, добавляю в него чайную ложку лимонного сока и пол-чайной ложки соли. Лук слегка разминаю руками, пока уберу его в сторону. Наливаю на сковороду масло и выкладываю мясо. Масло должно быть хорошо нагретым, чтобы мясо сразу схватилось и у него образовалась золотистая корочка. Долго его жарить не надо, буквально 1-2 минуты с каждой стороны. Нам важно, чтобы сок остался внутри. Добавляем в мясо воды, примерно 3-4 столовых ложки. Если есть, то можно добавить бульон. Накрываем крышкой и тушим его до готовности на медленном огне. У меня ушло на это примерно 15 минут. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, выкладываю туда лук, убавляю нагрев, накрываю крышкой и оставляю его тушиться. Когда он станет немного мягким, перемешиваю его. В конце добавляю пол-чайной ложки домашнего кетчупа для цвета. Лук готов, снимаю его с плиты. Мясо готово. Теперь перейдем к фишке этого рецепта. Выключаю плиту. Из приправы добавляю только сухой укроп. Он дает больше аромата, чем свежий. Лавровый лист, слегка его разминаю. И зубчик мелко нарезанного чеснока. Накрываем все это крышкой буквально на 1 минуту. Главное не передержать, а то потом запах уже будет не тот. Все, мясо готово, его можно подавать к столу. От него идет удивительный аромат смеси сухого укропа, лаврового листа и чеснока. Выкладываю мясо на тарелку, рядом кладу лук, поливаю его кетчупом, украшаю. Все, можно подавать к столу. Мясо, приготовленное таким способом, получается очень сочным и ароматным. Попробуйте приготовить его. Это очень вкусно, а главное просто. Куриные рулетики, несложные в приготовлении, получается всегда вкусно, можно подать в качестве горячего или закуски. Для их приготовления нам потребуется филе куриной грудки. Нарезаем ее тонко на порционные кусочки. Нарезанную грудку пока убираем, приготовим для нее соус, в котором она будет мариноваться. Беру сметану 2 столовые ложки, солю, натираю на мелкой терке супчик чеснока, добавляю немного мускатного ореха, я его тоже натерла на мелкой терке, молотого черного перца, хмели сунели, карри. Все перемешиваю. Добавляю немного сухого укропа и снова перемешиваю. Беру грудку и слегка ее отбиваю. Смазываю каждый кусочек подготовленным соусом, только с одной стороны. Эта сторона у нас будет внутренняя. Подготовленное таким способом мясо убираю мариноваться. Пока маринуется мясо, подготовлю другие продукты. Шинкую лук мелким кубиком.
Также мелко нарезаю грибы. У меня опята лесные, можно взять любые, какие есть. Нарезаем кубиком сыр, можно мелким, а можно крупным. Главное, чтобы сыр хорошо плавился. Его мы пока уберем. Обжарим лук и грибы. Наливаю в сковороду масло, выкладываю туда грибы, слегка их обжариваю, добавляю лук, накрываю крышкой и довожу их до готовности. Готовые грибы с луком выкладываю в чашку и убираю их остывать. Пока грибы остывают, подготовим льезон. Разбиваю в миску яйцо и хорошо его взбиваю. В остывшие грибы с луком добавляю сыр, все это перемешиваю. Беру мясо, выкладываю на него начинку, сворачиваю рулетиком и закрепляю зубочисткой. Вот так. Так сворачиваем все подготовленное мясо. Я рулетики буду обжаривать, но при желании их можно поставить в духовку. Наливаю на сковороду масло. Его не нужно сильно нагревать. Обмакиваю рулетики в яйцах и обваливаю в сухарях. Выкладываю в сковороду, накрываю крышкой, огонь убавляю, чтобы они не горели. У них образовалась золотистая корочка, переворачиваю их, накрываю крышкой и довожу до готовности. Готовые рулеты выкладываю на блюдо, вынимаю из них зубочистки, украшаю. Я к ним добавил тот же соус, которым смазывала мясо. Приготовленные рулетики получились мягкими и очень сочными. Сыр внутри расплавился. Как я уже сказала, подать их можно как на горячее, так и в качестве закуски. Последним нашим рецептом будет куриная грудка в апельсиновом соусе. Такое необычное сочетание придется многим по вкусу. Все же куриная грудка сама по себе суховатая, а с соусом получается более сочная и нежная. Я беру грудку среднего размера. Можно взять большую и нарезать ее порционными кусочками. А можно взять, как у меня, и запечь ее целиком. Пока ее уберу, буду делать для нее маринад. Беру апельсин, разрезаю его пополам и выжимаю из него сок. Корку не выбрасываем, а нам еще пригодится. Сок выливаю в посуду, в котором будет готовиться маринад. Солю его, добавляю немного мускатного ореха. Специи можно брать такие, какие любите. Я добавила розмарин, немного карри, все перемешиваю, перчу, выдавливаю чеснок, добавляю немного готовой горчицы и все хорошо размешиваю. При желании можно добавить чайную ложку лимонного сока. Заливаю грудку подготовленным маринадом и убираю на холод. Чем дольше будет мариноваться, тем будет лучше. Пока маринуется курица, подготовим к ней соус. Нарезаю апельсиновую корку на мелкие дольки. Из второй половинки выжимаю сок. Сливаю в стакан, развожу в нем 2 чайных ложки крахмала. Эту корочку я тоже нарезаю мелкими дольками. Выкладываю в кастрюлю, заливаю их холодной водой, так, чтобы они были полностью покрыты. Ставлю на плиту, даю ему закипеть и варю 15 минут. Затем снимаю с огня, процеживаю, корки можно выбросить. Отвар снова ставлю на плиту, даю ему закипеть и добавляю туда немного соли. Главное не переборщить, пробуйте. Щепотку сахара, вливаю туда сок с разведенным крахмалом. Если вам соус покажется жидким, добавьте еще разведенного крахмала. Накрываю крышкой и даю ему прикипеть буквально пару минут. Я добавила немного сухого укропа для запаха, вы можете этого не делать. Грудка замариновалась, выкладываю ее в форму. Заливаю маринадом и ставлю в духовку на 180 градусов на 20 минут. Затем на 220 градусов и еще довожу до готовности в течение 10 минут. Чтобы она равномерно запекалась и не пригорала, через 15 минут достаю ее из духовки и поливаю маринадом. Если он выкипел весь полностью, то в форму можно добавить немного воды или бульона. Готовую грудку достаю из духовки и выкладываю на блюдо. Поливаю подготовленным соусом и посыпаю зеленью для украшения. Получилась она сочная, мягкая, с необычным вкусом апельсина и пряностей. Вот таких 6 простых блюд можно приготовить на новогодний стол. На их приготовление уходит не так много времени. Главное все заранее подготовить. Приятных праздников! С наступающим Новым годом! Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.